1922 год. Южный Ирак. Раскопки на месте древней Ларсы. Экспедицию возглавлял британец Герберт Уэлд Бландл. Под многовековыми наслоениями спекшегося ила лопата стукнулась обо что-то плотное. Археологи извлекли предмет – глиняный брусок с 4 гранями, обожженный в печи, небольшого размера, всего сантиметров 20 в высоту, но буквально каждый квадратный сантиметр покрыт частой сеткой клинописных значков. Габариты у находки скромные, а вот временной охват записанного на ней колоссальный, способный поставить под вопрос все, что мы вроде бы знаем о прошлом человечества. Речь про призму Уэлда Бландла, самый целостный из сохранившихся вариантов шумерского царского списка. По сути, официальный реестр городов и правителей, когда-либо владевших властью на землях Месопотамии. Только читается он вовсе не как канцелярская опись. Открывающая строка звучит скорее как зачин фантастического романа, нежели строгий исторический документ. Когда царственность спустилась с небес, она поселилась в Ириду. Классическая археология датирует Ириду одним из древнейших городов на планете, примерно 5400 год до нашей эры. Но стоит вникнуть в цифры, которые оставили сами шумеры, и логика начинает трещать по швам. В привычную временную сетку это категорически не встраивается. Согласно списку, первый монарх по имени Алулим держал трон 28 800 лет. Второй правитель прибавил еще 36 тысяч. 8 царей первых 5 городов в сумме продержались у власти 241 200 лет. Задержитесь на этой мысли. 250 000 лет уложено в судьбы 8 людей. Для контраста, 240 тысяч лет назад, если верить стандартной эволюционной схеме, современный человек как вид едва только формировался. Мы будто бы все еще обтесывали копья у костра, а не выстраивали дотошную бюрократическую систему учета правителей в укрепленных каменными стенами городах. Столкнувшись с подобными цифрами, специалисты обычно машут рукой, дескать, поэтическая гипербола, ритуальная надбавка к реальности. Загвоздка именно в этом. Дальше по тексту сроки правления начинают резко ужиматься с 30 тысяч лет до 1200, а затем и вовсе до узнаваемых 30-40. И самое неудобное, этот же документ, где записаны немыслимо долго живущие первые цари, дальше без всякого перехода называет правителей, чья реальность подтверждена находками. Обнаружены их дворцы, надписи, погребения. Так в какой точке заканчивается легенда и стартует достоверная хроника? Неужели шумерские писцы просто договорились начать говорить честно ровно с середины таблички? Или мы недооцениваем нечто фундаментальное о времени, которое сами шумеры именовали допотопным? И если 8 этих царей не пустая выдумка, то кем или чем они являлись на самом деле? Чтобы разобраться, зачем понадобилось фиксировать такие сумасшедшие сроки, стоит присмотреться к 8 фигурам, которые определили допотопный период. Это не рядовые записи в перечне, их считали фундаментом всей цивилизации. Открывает перечень город Ириду и царь Алулим с правлением в 28 800 лет. Следом идет Алалгар, продержавшийся на престоле 36 тысяч лет. Когда власть переехала в Бат-Тибиру, сроки продолжили ломать биологическую логику. Энмен-Луана правил 43 200 лет, Энмен-Галана – 28 800, пастух-царь Думузи – 36 тысяч. С учетом 3 последних правителей городов Ларак, Сиппар и Шурупак, вся эта 8 формально управляла почти 250 000 лет подряд. По нынешним меркам 240 тысячелетий – это практически весь срок существования человечества как вида. И все же шумерские писцы вносили подобные величины с той же скрупулезностью, с какой считали мешки зерна или отслеживали движение небесных тел.
Значит, за этими числами скрывалась продуманная система, а не произвольная фантазия. Разгадка кроется в шестидесятичной системе счета, которой пользовались шумеры. Мы сегодня привычно оперируем десятками, они же шестидесятками. Отсюда до сих пор тянутся 60 секунд в минуте и 360 градусов окружности. В царском списке колоссальные сроки правления почти всегда делятся на 60 без остатка. Существовали специальные единицы измерения. Сар – 3600 лет, Нер – 600 лет. Правление Алулима в 28 800 лет – ровно 8 саров, без округлений и приблизительностей. Академические историки настаивают на символической природе этих чисел. По их мнению, писцы вовсе не имели в виду буквальные годы. Они использовали крупные математические единицы, чтобы подчеркнуть величие или божественное происхождение правителя. Примерно как назвать царя легендой при жизни, подарив ему математически безупречный срок правления. В такой логике годы служат кодом статуса, а не измерением времени. Но даже приняв символическую версию, сама вычислительная сложность поражает воображение. Суммарно 8 царей правили 241 200 лет. Отдельные исследователи заметили, это не просто случайные кратные 60. Похоже, числа синхронизированы с астрономическими циклами, в частности с прецессией земной оси, которая совершает полный виток примерно за 25 920 лет. Зачем сообществу, которое по официальной версии только-только осваивало базовые принципы городской жизни, отслеживать 26-тысячелетний астрономический цикл? Это плохо сочетается с версией о простом пересказе легенд. Чтобы вообще заметить подобную закономерность, требуются поколения непрерывных и точнейших наблюдений за небосводом. А у вас какая версия? Совпадение чисел или свидетельство утраченного знания? Напишите свое мнение в комментариях. Отсюда рождается более осторожная, но не менее захватывающая гипотеза. Возможно, царский список – это искаженное эхо действительно продвинутой эпохи, существовавшей задолго до начала письменной истории в привычном смысле слова. Часть исследователей уверена, что эти длинные правления на деле обозначают целые династии или временные пласты власти, слитые воедино под одним именем, по аналогии с тем, как мы говорим «викторианская эпоха», подразумевая десятилетия разноплановых перемен. Возможно, шумеры буквально спрессовывали столетия в подобные математические блоки. Только сами шумеры нигде такого объяснения не оставили. Эти цифры подавались как чистая правда, соседствуя в тексте с обыденными пометками о рытье каналов и сборе податей. Они искренне верили, что первые их цари в буквальном смысле спустились с небес, формулировку, которую можно понимать и как намек на иное происхождение, и просто как обозначение сверхчеловеческого статуса власти. Считать ли их легендарными основателями, либо отголоском утраченной высокоразвитой цивилизации, факт остается неизменным. Их имена берегли с почтением, граничащим с содержимостью. Самый резкий слом во всей табличке – это перелом, случающийся в конце перечня. После 8-го правителя список не переходит плавно к следующей династии. Он буквально врезается в стену. Повествование обрывает катастрофа, якобы стершая абсолютно все. Всемирный потоп, полностью перезагрузивший шумерскую цивилизацию с нуля. Будь это обычный сезонный разлив реки, с какой стати он обозначал бы абсолютный финал целой эпохи 28-тысячелетних царствований? Почему предполагаемое величие правителей растворилось вместе с городами, которыми они управляли?
Приходится задуматься, а вдруг потоп означал вовсе не сезонное затопление, а тотальный системный обвал для всего месопотамского мира? И если такой сброс действительно произошел, что именно оказалось потеряно в воде, что вызвало настолько резкий и драматичный обвал продолжительности жизни всех последующих правителей? Граница между эпохой почти бессмертных царей и знакомой нам реальностью описана вовсе не как постепенный переход. В шумерских табличках это выглядит как мгновенный разрыв, будто книгу захлопнули на середине и начали заново с пустой страницы. На призме Уэлда Бландела длинная вереница имен, сроков и городов течет упорядоченно и внезапно обрывается. Следующая строка коротка и безжалостна. Потоп прокатился по земле. Всего пара слов, а рубеж грандиозный, отделяющий эпоху легендарного долголетия от новой, куда более хрупкой действительности. Как считаете вы, это память о реальном катаклизме или литературный ход рассказчика? Делитесь версиями в комментариях. Долгие десятилетия академическая среда попросту отмахивалась от этого потопа, считая его сугубо теологическим приемом, которым шумеры объясняли разрыв между легендами и реальностью. Но в 1929 году сэр Леонард Вулли, копая царский некрополь в Уре, решил заглянуть чуть глубже привычного уровня. Ниже самых ранних из известных человеческих захоронений он наткнулся на однородный слой водного ила толщиной почти 2,5 метра. Это была не просто грязь, плотное, нетронутое глиняное отложение без единого артефакта, кости или иного признака жизни. Вулли сообразил, чтобы образовался настолько толстый слой ила, вся долина обязана была продолжительное время находиться под массивным слоем стоячей воды. Он отметил, что цивилизация под этим слоем выглядела принципиально иначе, нежели та, что выстроилась поверх него позднее. Похожие стерильные илийские прослойки впоследствии находили и на других значимых шумерских памятниках – Шурупаке, Кише и не только, часто прямо над остатками периода Джемдет-Наср, примерно 2900 год до нашей эры. Выходит, царский список зафиксировал воспоминание, которое буквально впечаталось в грунт. По научному консенсусу 2026 года, скорее всего, речь шла не об одном глобальном катаклизме, а о серии катастрофических локальных наводнений. Существование Месопотамии полностью зависело от Тигра и Ефрата, рек, славящихся своей непредсказуемостью. Геологические данные показывают, примерно 5000 лет назад активное таяние ледников вкупе с экстремальными погодными аномалиями, вероятно, спровоцировало разливы такого масштаба, что линия горизонта полностью скрывалась под водой. Для цивилизации, живущей в плоской речной равнине, потоп, накрывающий буквально весь видимый мир, на практике ощущался как событие вселенского масштаба. Месопотамское сказание существует не в вакууме, оно поразительно перекликается с эпосом о Гильгамеше и рассказом о потопе из книги «Бытия». У шумеров героя зовут Зиусудра, в позднейшей вавилонской версии Утнапишти, в еврейской традиции Ной. Имена варьируются, а сама механика легенды остается неизменной. Божественное предупреждение, огромный корабль, спасение горстки людей ради возрождения человечества. Но царский список подает этот сброс подчеркнуто сухим канцелярским тоном. Он не задерживается на подвигах героя, а сразу переходит к политическим итогам, прямо заявляя, после того, как вода отступила, царской власти вновь пришлось спускаться с небес. Именно здесь арифметика становится по-настоящему неудобной для сторонников официальной хронологии. До потопа, если верить тексту, цари правили в среднем по 30 тысяч лет. Сразу после катастрофы цифры обрушиваются вниз. Первый послепотопный правитель по имени Куш или Нушер держал власть 1200 лет, его наследник 960.
Если трактовать эти числа буквально, в современном понимании годов, арифметика не сходится. Региональный потоп датируют примерно 2900 годом до нашей эры, а исторически подтвержденные цари появляются буквально спустя несколько столетий. Тысячелетние правления отбросили бы дату потопа, в эпоху, для которой археология даже не подтверждает существование городских царств. Как вопрос, почему шумеры зафиксировали именно такой спад, настолько точно имитирующий биологический коллапс? Мог ли потоп символизировать нечто большее, чем обычная вода? Часть исследователей предполагает, перед нами своего рода заглушка, обозначающая колоссальную утрату технологий или знаний. В таком прочтении долгоживущие цари воплощают высокоразвитую эпоху, настолько превосходящую последующие времена, что поздним шумерам оставалось описывать ее лишь единицами саров и неров. Когда тот мир скрылся под водой, выжившие остались с обломками цивилизации, которую уже не могли полноценно поддерживать. По сути, перед нами вид с коллективной амнезией, пытающийся заново собрать мир, буквально смытый водой. По мере того, как вода отступала, а из грязи поднимались новые поселения, шумеры пытались вернуть себе утраченный небесный мандат власти. Но параллельно с самими записями начало происходить нечто странное. Имена стали совпадать с материальной реальностью пустыни. Если потоп обозначил конец эпохи почти бессмертных правителей, то какие именно люди заполнили образовавшуюся пустоту власти? Чтобы ответить, сперва стоит увидеть, как шумеры отстраивали мир заново. Они не просто очнулись в новой эпохе, они фактически обнулили счетчик времени в городе Киш. Именно туда, по списку, царственность спустилась во второй раз. А что думаете вы? Потоп — это память о реальной глобальной катастрофе или локальный разлив реки за тысячи лет пересказов, обросшей мифологией? Пишите свое мнение в комментариях. Именно с династии Киша становится особенно заметно, что шумерские представления о прошлом меняются буквально на глазах. Если допотопные цари правили десятки тысяч лет, то после катастрофы сроки начинают стремительно сокращаться. Первый царь новой эпохи, Джушур, открывает послепотопную династию, а его преемники по-прежнему получают невероятно долгие сроки правления – сотни и даже более 1000 лет. Однако по сравнению с прежними 20 и 30 тысячами лет это уже выглядит как резкий обвал. Складывается впечатление, будто вместе с потопом исчезло нечто настолько важное, что прежний порядок существования уже невозможно было восстановить. Именно этот постепенный спад делает шумерский царский список особенно любопытным. Если бы его авторы просто сочиняли красивую легенду, они вполне могли бы оставить всем древнейшим правителям одинаково фантастические сроки жизни. Но происходит обратное. Продолжительность царствований уменьшается ступень за ступенью, словно перед нами не случайный набор чисел, а тщательно выстроенная последовательность. Похожую закономерность можно увидеть и в других древних традициях. В библейских родословных до потопа патриархи живут почти 1000 лет, после чего продолжительность жизни постепенно сокращается до привычных человеку значений. Независимо друг от друга, разные культуры сохранили один и тот же сюжет. В глубокой древности существовала эпоха необычайного долголетия, после которой произошло резкое изменение привычного порядка вещей. Совпадение ли это или отражение общего культурного наследия – вопрос, на который до сих пор нет окончательного ответа. Но среди первых послепотопных царей особенно выделяется одна фигура – Этана. В отличие от большинства имен из списка, он известен не только как строка в царской хронике. Ему посвящен отдельный шумерский эпос, который пережил столетия и дошел до наших дней. В нем Этана изображен не просто правителем, а человеком, стремящимся получить божественное благословение для продолжения своего рода. Согласно легенде, он спасает орла, попавшего в беду, и в благодарность птица поднимает его высоко в небо, чтобы помочь найти загадочное растение рождения.
Самое любопытное начинается в описании самого полета. По мере подъема Земля постепенно уменьшается, города становятся едва различимыми, а огромные реки превращаются в тонкие извилистые линии. Затем вся страна выглядит как небольшой сад, а море словно круглая чаша или плетеная корзина. Для современного читателя это кажется обычным художественным образом, однако трудно не заметить, насколько последовательно автор передает изменение масштаба по мере увеличения высоты. Именно поэтому эпос об Этане продолжает вызывать интерес не только у историков литературы, но и у исследователей древних мифов. Конечно, никто не рассматривает этот рассказ как буквальное описание реального полета. Для одних орел – символ божественной поддержки, для других – художественная метафора духовного возвышения царя. Но независимо от трактовки, становится очевидно другое. Даже спустя поколения после потопа шумеры продолжали связывать своих первых правителей с небом, считая их существами, стоящими значительно выше обычных людей. И чем дальше продвигается царский список, тем отчетливее ощущается переход от мира легендарных героев к миру исторических царей, существование которых уже начинают подтверждать археологические находки. Именно эта постепенно стирающаяся граница между мифом и историей делает шумерский царский список одним из самых загадочных документов древнего мира. Но чем внимательнее историки изучали шумерский царский список, тем яснее становилось: перед ними не просто перечень царей. Это документ, решавший вполне конкретную политическую задачу. В древней Месопотамии десятки городов постоянно соперничали друг с другом за право считаться главным. Каждый правитель стремился доказать, что именно его власть является законной. Именно поэтому список не утверждает, что все города правили одновременно. Напротив, он последовательно переносит царственность из одного города в другой, словно единственная законная власть могла существовать только в одном месте и только у одного царя. Это полностью меняет взгляд на документ. Его авторов интересовала не столько точная хронология, сколько происхождение власти. Не случайно текст начинается словами «когда царственность спустилась с небес». Для шумеров власть была не человеческим изобретением, а священным даром богов, который мог переходить от одного города к другому после войн, катастроф или смены эпох. И именно поэтому для историков особенно важен момент, когда этот политический манифест неожиданно начинает совпадать с археологическими находками. До этого мы имеем дело главным образом с традицией и памятью. Но дальше в списке появляется человек, чье имя обнаружат не только на древней призме, но и на реальных предметах, поднятых из земли спустя тысячи лет. Именно здесь легенда начинает постепенно превращаться в историю. Но впереди нас ждет фигура, которая делает эту загадку еще сложнее. Совсем скоро в царском списке появится правитель, имя которого окажется выбито не только на древней призме, но и на предметах, найденных археологами во время раскопок. И именно тогда вопрос о том, где заканчивается легенда и начинается история, станет еще более непростым. Как вы сами объясняете постепенное сокращение сроков правления? Это символическая традиция древних писцов, способ записи целых эпох или отражение представлений шумеров о постепенном упадке своего мира? Напишите свое мнение в комментариях. Вот здесь шумерский царский список переходит к самой интригующей части. В нем появляется правитель, существование которого уже подтверждено не только древним текстом, но и археологическими находками. Речь идет об Энмебарагесе, царе Киша, имя которого обнаружено на алебастровых сосудах из храма Энлиля в Ниппуре.
Для историков это стало важнейшим открытием. Впервые один из царей списка перестал быть исключительно персонажем древней хроники и превратился в реальную историческую личность. Но именно здесь возникает главный парадокс. Археология подтверждает, что Энми-Барагеси действительно жил примерно в 27 веке до нашей эры, участвовал в войнах и оставил после себя материальные свидетельства. Однако шумерский царский список одновременно приписывает ему невероятный срок правления – около 900 лет. Получается необычная ситуация. Сам человек, по всей видимости, реален, а вот указанные рядом цифры явно не соответствуют современным представлениям о человеческой жизни. Именно поэтому большинство исследователей считают, что проблема заключается не в существовании самого царя, а в том, как древние шумеры понимали время и записывали свою историю. Возможно, огромные сроки отражали не возраст одного человека, а продолжительность целой династии, эпохи или символическое значение правителя. Какой бы ни была разгадка, после появления Энми-Барагеси царский список уже невозможно назвать простым собранием мифов. Перед нами документ, в котором легендарное прошлое постепенно переходит в подтверждаемую историю. И чем ближе мы подходим к эпохе Урука и Гильгамеша, тем тоньше становится граница между преданием и реальными событиями. В конечном счете, существует три основные версии того, как следует понимать шумерский царский список. Первая, которой придерживается большинство историков, считает огромные сроки правления символическими числами, подчеркивающими божественный статус первых царей. Вторая предполагает, что под именем одного правителя могли скрываться целые династии или исторические эпохи, а продолжительность их существования позднее превратилась в срок правления одного человека. Есть и третья, наиболее смелая гипотеза. Список сохранил память о событиях настолько далекого прошлого, что они дошли до шумеров уже в виде легенд. Независимо от того, какая версия окажется ближе к истине, сам документ остается уникальным историческим источником. Он соединяет мифологию, политическую традицию и реальные исторические события в единую картину прошлого. Именно поэтому шумерский царский список продолжает вызывать споры спустя тысячи лет после своего создания. Возможно, главная ценность этого текста вовсе не в невероятных цифрах. Гораздо важнее то, что шумеры стремились сохранить память о своих истоках, считая ее основой всей последующей истории. Для них легендарные цари были не сказочными героями, а частью непрерывной традиции, из которой выросла их цивилизация. А как считаете вы? Перед нами символический язык древних писцов, отражение реальных исторических эпох или память о событиях, смысл которых со временем был утрачен? Напишите свое мнение в комментариях. Если этот разбор оказался интересным, поддержите видео лайком и подписывайтесь. Впереди нас ждет еще немало удивительных загадок древнего мира.